Всем привет, друзья! Будем сегодня мы загружаться с вами на Ближний Север, в город Нарвик. Ну а пока нужно доехать до загрузки. У меня будет две загрузки, то есть одна загрузка, вторая будет дозагрузка. Вот, на термотранзите будем мы с вами загружаться. И сейчас я на шестерке, мне осталось чуть-чуть доехать, 20 километров, но не все так просто. В пробках почему-то шестерка, какая-то авария там или что. В начале перед Осло шестерка была закрыта, тоннель пришлось объезжать. Потеря времени. Час дня, полвторого сейчас. И творится какая-то ерунда полная. В общем, доедем. Задача на сегодня загрузиться. Выехать в Швецию. Мы пойдем транзитом через Швецию. Оформим транзитную декларацию на границе. И помчим. Граница у нас будет Бьорнфилд. Доскажу вам все, что я не досказал в прошлом видео про зеркало свое. Как оно вообще, почему оно у меня было замотано скотчем. Про прицеп я добавлю немножко вам информации, потому что тоже я не все сказал. Такое было все смешано. У меня день был напряженный, тяжелый. И я забывал, что вообще хотел сказать. Вот. Так что такие дела. Движемся на загрузку первую. В общем, причина неизвестна, почему не ехали. Сейчас все нормально едут. 80 в потоке. Погода ужасная. Плюс 3. Грязище вот это вот от колес. Здесь еще более-менее по суше, но... Ну, потому что уже к обеду подсохло немножко. Но с утра, конечно, все грязное. Помыл стекла, зеркала утром. Через полчаса они снова грязные. Видите? Все мурзатое. Машина такая же. Сейчас на загрузке вы увидите, что мыл, что не мыл. Одинаково с прицепом. Указатель огромно стоит. Хальгруппен. Мне здесь нужно загрузить 8-метровую какую-то штуку. И поставить ее нужно сзади. На такой здесь подъемчик в непогоду. Хороший, хороший. О, да, профиля какие-то. Ой, как пошатал. Так. Пойду искать кого-то. Итак, прицеп 41 тонна. Общая масса с грузом, то есть грузить в него можно 32 там с хвостом тонны. Ну, будем считать, 32 тонны смело можно грузить, поэтому это у нас чисто скандинавский прицеп. Потому что в других странах Европы запрещено возить такие веса. Напомню, кто меня первый раз смотрит, в Скандинавии, то есть Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, 50 тонн общий вес тягача с прицепом, с грузом. Значит, зеркало. Ехал я, и на ходу оно у меня вывалилось. Вот все, что с ним было. Значит, оно у меня шатается здесь. Оно мененное. Болты здесь уже не подкручиваются никуда. Возможно, от вибрации оно и вывалилось. Я купил новое, поставил на сервисе. И опасаясь того, что оно вывалится, я не смог его ставить, оно выпадало. Ну, боялся, может быть, нажать на него, в общем. И я его обмотал, короче, скотчем и вот доехал до базы. На базе вроде бы вставили. Ну, я периодически его проверяю на наличие, как оно держится. Ждем груз. 8,5 метров у меня должна выйти. Я думаю, половинки хватит. Если что, открою еще один борт. Половину ремней скрутил, а некоторые оставил я висеть. Но я думаю, скрученные мне точно не нужны будут. Я почти готов. Накинул я 4 ремешка, 2 на ту верхнюю пачку
здесь по краям. Так, болтики у нас тут какие-то, да? Но они мне, в принципе, не мешают. Нам проехать здесь пару километров. И есть огромная вероятность, что термотранзит это дело все у меня выгрузит вообще. Но если вдруг мне это все оставят, ну, я думаю, что-то наверх добавят в любом случае. И я это уже все закреплю хорошенько, потому что путь не близкий. 3 дня мне ехать. Так, ремень обрезанный кто-то обрезал. Специально, чтобы я сейчас стоял, мучился. Он у меня висел на стене, поэтому особо у меня выбора не было. Надо его как-то пропихнуть сюда. Вот. Главное, хвостик один хотя бы высунуть. Вот он, видите? И я его смогу вытащить. Но не в перчатках. В перчатках я его не смогу вытащить. А вот без перчаток вполне даже вытяну. Не с такими справлялись. О. Подложу я сюда уголок, чтобы не царапалось, а то что-то оно царапается. Подложим мы вот этот вот каличный, их не жалко, их можно ломать. О. Отлично. Так, это пока сюда. Значит, 8 тонн все вместе это весит. Но получается, ну, естественно, как вы поняли, не тяжелая 8 тонн. Какие-то там двери алюминиевые. Ну, короче, какая-то конструкция, для чего тут какие-то столбиков куча. Короче, металлические конструкции. Вот здесь, с этим ремнем, мне интересно, закроется ли у меня борт с замком. Но должен закрыться, я так прикинул. Приблизительно все должно быть четко, как по маслу. Все, движемся на термотранзит. Закрываюсь и погнали. Так, еще мне пришла информация. 3-я загрузка у меня будет. То есть сегодня я загружусь на термотранзите и далеко не уеду. Завтра будет утром загрузка 3-я в Норвегии. И уже потом буду выезжать. Вот так, значит, мчим дальше. Там придется немножко мне подождать. Там, я смотрю, уже почти закончили. В общем, полная шляпа у меня какая-то получилась. Я думал, здесь будет на весь прицеп груз, но, как оказалось, нет. Что ж, надеюсь, я как-то ситуацию исправлю на последней загрузке завтра. Утро следующего дня наступило. Темень у меня еще 7 утра. Короче, какие-то, я думаю, опять мы металлические штуки загрузим сейчас вперед. Утренняя движуха. В общем, что мне загрузили, это остановку. Вот. Так что автобус мог парковаться прямо возле меня. Пришлось мне поднять крышу, значит, крыша у меня теперь, я уже знаю, как поднимается. Здесь что-то у меня вылезло. Ладно, это я потом разберусь. Значит, вручную крыша поднимается уже хорошо. Потому что если бы крыша не поднималась, я бы ничего не всунул. Значит, палет пришлось мне длинный переставить назад, потому что не было ему нигде места.
Ну и все. Соберу сейчас я прицеп в должный вид. Сзади у меня, кстати, фонари очень четко горят. Вот эти вот задние дополнительные, когда задним ходом сдаешь. И будем выдвигаться мы с вами на север. У меня тоже вон сзади. Специально вам включил показать, как два те горят. Ну, это третий родной, это два дополнительных. Приехал я выполнять первую задачу, это заправиться. Вторая задача — найти воду, где набрать питьевую. Третья задача — душ. Ну, душ будет самая простая задача. С водой проблема. Почему? Потому что много где просто, ну, перекрывают. Поэтому нужно искать. Минус 10 у нас на улице. Хорошая такая погодка. Посмотрим, что будет дальше. Так. Минута истины. Сработает ли кнопка? Опа! Я думаю, нет. Вот чуйка у меня такая. Все, колонка заткнулась, значит, ни хрена она не сработала, да? Сволочь, блин. Ну вот нахрен, я не знаю, это они ломаются или это специально их отключают. И вот это хорошо, когда чек хотя бы дает. Так бывает, ты приходишь, уже бах, здесь по нулям, все. Сколько ты заправил, хрен его знает. Ну, нам для отчетов в нашей компании нужно записывать. О, пожалуйста, да. Все, сколько? А хрен знает сколько. И вот так вот везде лотерея. Где-то работает, где-то нет. Хрен простышь. Пойду попробую на заправке спросить я про чек. Значит, вот ее. Логотип. Uno X. Или YX, как кто называет. Мне нравится Uno X. Красивый рассвет. Правда, уже скоро 10 утра. Ну ладно, не 10, 9, наверное. Где-то так.
циркуль я заезжаю, потому что я вновь купил себе на целый год подписку на бесплатное кофе. То есть мне не нужно было менять кружку, я просто поменял стикер, но там на самом деле разница в 10 евро. Вот, ну, кружка у меня еще в порядке, поэтому я не стал ее менять. Ну и посмотрим, здесь может быть вода будет. Потому что мойка-то функционирующая есть. А вот... Так, где у нас вообще стоянка? Мойка-то есть, а вот вода может быть перекрыта. Ну, я так понимаю, это стоянка? Или нет? Нет, это не стоянка, это какое-то СТО. Большое и пустое. Ни одной машины там в боксах нет. Наверное, оно не рабочее. Поэтому здесь можно смело остановиться. Идем, наберем воды. Есть водичка там. У меня половина есть, но нужно до полной долить. Потому что потом уже в Швеции там уже по 45-й дороге негде будет набирать. Кофе набрал, воды набрал, позавтракаю, значит, сейчас. Единственное, что душа здесь нету на этой заправке. Ну, душ у меня будет чуть-чуть дальше. А так здесь отдельная дверька. Вот в Норвегии, я не знаю, в Швеции также пишется сервис. Вот, сервис place. Здесь буду стоять зимой. Стоят ведра, мыть окна. И есть вода. Немножко слить. Эта вода хорошая, ее можно пить без всяких вообще проблем. Еще, как говорится, ни один не помер. Я даже сейчас с собой одно ведро утяну, чтобы помыть стекла. Так. И есть длинная швабра. И у меня full комплект. Значит, еще заеду в душ и потом в Швеции уже где-то нужно будет сегодня-завтра найти магазин, подзакупиться немножко, потому что неизвестно потом, насколько я в Норвегии зависну и куда буду ехать обратно. Как видите, цены на топливо почти 2 евро и дизель, и солярка. Солярка, кстати, за долгое время стала дешевле, чем бензин. Еще один ответ на комментарий. Значит, как я питаюсь? Очень просто, друзья. Вот основной мой источник питания. Это баллон. Воду, как видите, я набрал. И все. Если питаться по ресторанам и по кафешкам, в Скандинавии тем более, ну, зарплаты вам не хватит. Поэтому питаюсь я как дома. Крупу можно отварить, и салат сделать, и все что угодно. Ну, в общем, те, кто работают, те знают. Вот, а кто, например, я не знаю, просто кто это спрашивал, с какой целью. Может, кто-то собирается стать дальнобойщиком. Все, я могу сказать, что большинство, окей,
Большинство дальнобойщиков наших, которые работают здесь, в Прибалтике, в Европе, в Скандинавии, питаются с баллона, а не в кафешках. Где-то, если есть возможность, например, я в Швеции нашел себе место, и в Норвегии место знаю, где я могу поесть там за 10 евро. Там где-то могу там чуть-чуть больше может выйти, да, там, но хорошая еда. Есть такие места. Есть место, где я пиццу куплю за 8 евро, козырную офигенную пиццу, почему бы нет. Например, под футбольчик, под пивко. Вполне это адекватная, хорошая цена. Растраты в целом выходят 10 евро в день. Я имею в виду вот на еду. Примерно, ну, это у меня так. У каждого, конечно же, по-разному. Вот, но я думаю, плюс-минус одно и то же. Здесь, значит, не учитываются только люди, не учитываются люди, те, которые курят по 5 пачек сигарет в день. Вот. Поэтому, сами понимаете, что сигареты, значит, в Норвегии 15 евро. Ну, плюс-минус там, ну, что-то в этом роде. В Швеции в 2 раза дешевле, конечно же, это 6-7 евро. В Прибалтике в данный момент где-то 4,5. 4,5, может быть, там 5 какие-то марки. Вот. Значит, в Швеции есть стоянки платные, где вы платите от 100 там, до 150 крон, это от 10 до 15 евро, ну, в зависимости, где она находится, по-разному цены идут. Расты, они все под таким наименованием раста. И вот в нее включена стоянка ваша на сутки, так? 50 крон, то есть 5 евро, да, на еду вам будет. А сам этот обед стоит 10 евро. Ну вот вы, короче, вот половина у вас с этой стоянки. Например, вам компания оплачивает стоянки, вот смотрите, вы за 5 евро как бы, получается, кушаете. Значит, также я в Швеции суши нашел место тоже, где можно заехать купить. Чтобы вам не соврать, 16 штук за 15 евро. Ну, вот так вот. То есть вам, смотрите, это на 16 штук, это на 2 раза. Ну, кому-то, может быть, и на 1 раз. Вот. Но там половина из них, то есть 8 там с рыбой нормальные, а 8 с какими-то, короче, они овощные, они веганские. Это я только потом понял, когда заказал. Потому что, ну, дабл, было написано дабл то. Вот, ну, особо не понимаешь, потому что по предложению заказывал. Предложение на шведском языке, на русский ты его никак не переведешь. Вот, даже я вот не уверен, есть ли там английский. Ну, не суть. И в Норвегии я нашел тоже место, где очень классно можно позавтракать. Ну, это, правда, одно направление, если вы едете на Ставангер. И на заправочке там довольно-таки классно. Я собирался снимать там видео на той заправке, но так и не снял, потому что погода была говняная. Когда ехал я на Ставангер, не получилось. Ну, я как-нибудь сниму, заправка на самом деле интересная, много чего можно посмотреть и увидеть. Вот. И там кухня у них такая есть. Завтрак вам может обойтись там от 5 до 10 евро, и хороший обед от 10 до 15 евро. Вот вам примерные расценки. Мои все прибамбасы, чаи, кофе, все в полках, все везде расставлено. То есть, что мне надо, открываю, достаю, беру, засыпаю. Но у меня такая кружка, я в данный момент кофе себе набрал. Все, что мне сейчас нужно, это... У меня есть поднос. Да, многие тоже просили, конечно, там вот как быть, там вот что, как питаешься, чем питаешься. Чем питаемся, я в целом вам сказал, тем, чем и вы. Я был в Эстонии, купил какую-то колбасу себе на бутер. Так, в целом, я колбасу вообще не покупаю, потому что, ну, там уже от колбасы ничего нету. Из колбасы я только покупаю испанскую, сухую, которая комнатной температуры содержится. Так, где-то у меня... Значит, что у меня сегодня будет на завтрак запоздалый, это я в Норвегии покупаю паштеты. Они очень вкусные. Ну, добавки, конечно же, присутствуют, но довольно-таки
он неплохой. Беру просто оригинал с названием и все. И также в Норвегии беру, это не блины. Я не знаю, что это. Я вам могу сказать по-норвежски, что это. Это у нас оригинале ломпер, вот так. То есть это что-то между блинами и лавашом, знаете, вот что-то среднее. И то есть оно вот мне нравится, его не нужно греть. Я на него на одну сторону намазываю паштет, ложу наверх второй, и вот у меня получается такой, как бы, не знаю, бутер или как его назвать. Вот, сегодня у меня будет так. Также я покупаю, также покупаю. Как раз я не доел. Реальные блины. Это охлажденка, никакая не заморозка. Срок годности у них тоже ограничены. И если открываем, их нужно быстренько съесть. Вот мне нужно этим заняться на выходных. Вот такие вот блинцы. Очень вкусные, очень вкусные. Я их на масле разогреваю. И с чем хотите. Я со сгущенкой ем, можно со сметаной. Короче, у кого на что фантазии хватит. Ну, вот это такие завтраки. То есть, иногда, да, так как я говорю, я купил колбасу. Почему? Потому что я купил в Эстонии батон. Нормальный батон. Здесь батон нормальный вы не купите. Вы купить его можете, но его нужно нарезать и съедать. А такой, чтобы хотя бы пролежал, 5 дней, неделю, и он был нормальный, вкусный, такого вы не найдете. Бывает. Мне попадался один раз хороший, и в итоге потом его больше не смог найти. В общем, как-то так. Ну все, в целом, я думаю, вам понятно, да? Как обитаем, как обитаю конкретно я. Жарить стараюсь в кабине я не жарить. Это очень редко, когда, например, совсем хреновая погода. Я открою люк, окна, что-то там пожарил. Особо крышку стараюсь не открывать, чтобы не летели никуда-то брызги. Ну, где-то что-то попадало, сразу вытираешь, потому что если ты не вытер, это впитывается, и вы от панели это уже не ототрете. Тем более это в Вольве. В Вольве там материал такой настолько ужасный какой-то, да, он оставляет сразу на себе пятна, и вы его хрен чем просто уже выведете. Это проверено. В Скании в этом моменте более получше. Здесь более грубые материалы, которые, если вы сразу все вытираете, за собой убираете, то здесь все очень хорошо сохраняется долгие годы. Вот. Значит, баллона у меня баллон на 5 литров. На 5 литров в летнее время на заправку, и 6, я могу даже 6,5 загонять на зиму. Вот мне его хватает на 4 месяца. То есть полной заправки его в целом, если работать по 2 месяца, вот считайте, на 2 рейса его хватает. Вот так вот. Значит, где жарить в хорошую погоду, если тем более какая-то компания попадается? В прицепе. Где же еще? В прицепе, можно за кабиной. Главное, чтобы у вас, если, например, на улице, то у вас баллон должен стоять в чем-то, чтобы ветер не задувал. Тогда, у вас будет очень долго все этот процесс длиться. Если у вас какой-то есть короб, в который вы вставляете баллон и внутри его делать, то есть тупо даже картонная коробка, которая не будет прикасаться к баллону, естественно. А так, варишь, открываешь окна, люк, все, и все нормально. Это так все делают просто, понимаете, то есть у некоторых, например, кто не связан с дальнобоем, есть такой небольшой шок, как это ты тут спишь, тут ты работаешь, да, и здесь вот ты готовишь. Ну вот так, это такие реалии, да, это не американские траки, у которых сараи там такие, что потеряться можно. Вот. Нет, у нас здесь все компактно, очень даже компактно, да. Даже, конечно, маловато места, я скажу 100% маловато. А работать с экипажами это вообще просто жесть, реально. То есть вещи, ты спишь на вещах, реально. Если у вас нету к машине привязанного прицепа, в котором вы можете хорошо уплотнить там от пыли, от грязи, от воды палетники, где вы можете хранить вещи, то его нахер. Так, ладно, ребят, буду я завтракать и поедем мы дальше. Коллега собрался явно в нехорошие места, раз одел цепи. Постоял немножко сзади, одел цепи. Вот. И побежал за кофе. Сейчас куда-то он будет стартовать. Ну и мы стартуем. Только по нормальной дороге.